Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, несколько дней назад появилась информация о том, что срок действия справок о несудимости или так называемых Police Certificates увеличен до 2 лет. Это отличная новость, ведь для получения иммиграционной визы США такие справки необходимо собирать из каждой страны, где вы проживали более 6 месяцев с момента, когда вам исполнилось 16 лет. Ранее срок их действия ограничивался сроком, указанным в самой справке, и в большинстве стран составлял 1 год. Но в некоторых странах срок действия таких сертификатов мог составлять всего 6 или даже 3 месяца. Теперь, независимо от того, какой срок годности указан в самом сертификате, для получения иммиграционной визы США он будет действителен 2 года с момента его получения. Кроме того, он будет действовать неограниченное количество времени, если получатель не возвращался в страну с момента выдачи. Это значит, что если вы проживали, например, в Испании 10 лет назад и 5 лет назад переехали в другую страну, запрашивали справку о несудимости, а после этого не возвращались в Испанию, такая справка будет действительна и сейчас. Более подробно вы сможете ознакомиться с требованиями ко всем документам на официальном сайте Бюро консульских дел США, ссылку на которую я, конечно же, оставлю в описании. Это отличная новость, ведь многие победители DV 2021 получали Police Certificates прошлой осенью, но до сих пор не прошли собеседование, а значит в скором времени все справки необходимо было бы обновлять. Конечно, эти правила касаются и победителей DV 2020, которые все еще ждут и надеются на судебное постановление по резерву виз, и победителей DV 2022 и следующих лотерей до того момента, пока не будут внесены очередные изменения. Такие изменения и упрощения бюрократической волокиты – хороший знак, и может в будущем они коснутся и других документов, или вообще всего процесса получения миграционной визы, потому что в нынешних реалиях справиться с накопившимся бэклогом, работая по старым схемам, мне кажется невыполнимая задача. К сожалению, мы не успеваем следить за всем, и некоторые важные новости и события можем пропустить, а потому я прошу вас делиться всей полезной информацией в комментариях, и мы обязательно ее озвучим. С вашей помощью наш канал может стать еще более информативным. На сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.